Всем привет! Тут мы с вами еще не ездили, поэтому прокатимся еще по одной симпатичной дороге в Оранж Каунти. Что хотела сегодня сказать, у меня катастрофически не хватает времени на обработку всех видео, так что, чтобы не закрывать канал и более-менее его поддерживать, буду теперь в основном записывать видео за рулем, потому что так быстрее, проще. Вот. Ну, может быть, пару раз в неделю буду размещать видео, снятое с дрона. Вообще, когда начинала канал, обратила внимание на злорадство по поводу того, что в Америке расстреливают детей в школах. И вы знаете, вот уже 2 случая за это время в Казани и в Перми. Ну, во-первых, мои соболезнования родственникам, друзьям погибших в Перми. Но, тем не менее, уже 2-й случай, когда подросток, 18 лет, 19 лет, это для меня подростки, там мозгов в голове еще очень мало. Когда подростки приходят и расстреливают других детей и людей. Это на самом деле проблема в любой стране. Она не связана там с каким-то оборотом оружия, запретами. То есть, на самом деле, это достать оружие не проблема ни для кого. Но, как видите, эта проблема существует не только в США, но и в России. Так же, как и много других проблем. А что касается 11 сентября, это, конечно, был кошмар. Когда я читала комментарии, кто-то разместил пост по этому поводу. Кстати, 11 сентября 2001 года я была в Нью-Йорке, как раз когда я первый раз приехала по программе Walk and Travel USA. И вот то, что я прочитала несколько дней назад под постом об 11 сентября. Многие люди писали, что когда это случилось, они прям так радовались, у них такая была внутренняя радость, такое вот облегчение, да, что там в Америке что-то случилось, что там погибли люди. Знаете, вот так и пишут, у меня такая тихая радость была, да. Вот представляете, насколько деградированные уроды живут в России. Вот мне сложно представить хотя бы одного американца, который бы сидел бы и радовался, что в России случилось какое-то несчастье. Во-первых, им вообще, поверьте мне, им абсолютно пофигу, что там в России случилось. Если даже увидели они в новостях, если там кто-то их вообще смотрит, я, например, не смотрю, они говорят, да, Россия, ну ладно. Потому что я ни разу не слышала, что кто-то из американцев вообще обсуждал политику, обсуждал Россию. Президента там, когда были выборы, там что-то, где-то какие-то дебаты были. Все. Но чтобы кому-то в Америке дело было до России, ну это смешно. Там еще кто-то у меня из подписчиков написал, что американцы, оказывается, не едут в Россию, потому что в России сложно получить гражданство, и они не знают языка. Вот как интересно, каждый год 500 000 россиян участвуют в лотерее Green Card. 500 000. Да? Такие дураки, ведь не все же из них знают английский язык, но тем не менее участвуют. Можно подумать, что если бы сейчас сказали американцам, о, пожалуйста, получай гражданство, сейчас они все побегут в Россию. Ага, разбегутся сейчас, русский язык сядут учить, поедут. Ну смешно, ну серьезно смешно. А что касается подтверждения образования, там одна женщина меня ядом облила, что вот у нее мама приехала сюда в 90-х, год потерлась там, она врач там, ее тут никуда не взяли. И она уехала обратно. Во-первых, скорее всего, потерлась по туристической визе. Во-вторых, 300% не знала русского языка и тем более не сдавала никакие экзамены, даже не пробовала. Понимаете? И она хотела, чтобы ее взяли работать врачом. Ну, представьте, сейчас американец приедет в Россию. Вы что, сразу дадут работать? Он точно так же будет сдавать квалификационные экзамены. Да, конечно, это намного проще, чем получить лицензию в России, ну, в Америке. Но в России он должен сдавать экзамены на русском языке. Опять же, на русском языке. Сдать все экзамены, получить лицензию.
Эти правила есть абсолютно в любой стране. Куда бы ты ни приехал, ты должен сдавать экзамен. Единственное, что в Азии, я знаю, мой однокурсник, он хирург, у него была эта хирургическая книжка, и он приехал во Вьетнам, и его сразу взяли работать безо всяких экзаменов. Но это Вьетнам. Мы сейчас говорим о развитых странах. И на самом деле каждый год это только те, о ком мы знаем, это 60 врачей из России сюда поступают в резидентуру, уже сдавшие экзамены. Большинство из них даже ни разу не были в США. То есть они целенаправленно приезжают и поступают. Это только те, о ком мы знаем. А еще сколько тех, кто не светится и которых нет на нашем канале в Телеграм, понимаете? Их просто... Я уверена, что их раз в 5 больше этих врачей, которых мы просто не знаем, потому что всех, кого я здесь встречаю, они все говорят, что какой-то канал есть в Телеграме? Да, да, есть. А, да, ну правда. Так что перед тем, как что-то скомментировать, да, и писать, что там врач от слова врать, можно, есть для этого Google, универсальный такой помощник, вбить там, да, подтверждение диплома врача в США, у вас выйдет столько разных каналов, ссылок со всеми подробностями. Я описала этот процесс прекрасно. Кстати, прикреплю ссылку, может кому-то пригодится, потому что статья хорошая, но такие статьи не показывают на Дзене, никому не нужны. На Дзене нужно что-то плохое про США написать, тогда покажут. А верификация диплома, да ну нафиг, еще сейчас все оставшиеся врачи сбегут. И так уже, кстати, в Москве в поликлиниках уже половина гастарбайтеров сидит. Выходцев из Таджикистана, Узбекистана. Я ничего против них не имею. Среди них есть тоже толковые ребята, которые приезжают в США. Но образование у них намного хуже, чем то, которое в России. Даже хуже, чем в России. Вот. Так что... подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.